Здравствуйте! Продолжаем готовить новогоднее меню. Сегодня у нас будет такой замечательный салат, очень-очень простой. Но настолько простой, что когда дали мне его рецепт, я даже несколько стеснялась гостям его подать и думала, будет ли он пользоваться спросом. Но, как ни странно, этот салат, победил. Его все полюбили, и теперь он завсегдатай на нашем столе. Очень простой, но очень любимый салат. Необыкновенно вкусный. В нем есть изюминка, как всегда изюминка. Что нам для него надо? Овощи: картофель, морковь и свекла. Их можно отварить, а можно испечь. Я больше люблю, когда их пекут. Вареные, они более сочные такие, да. Я люблю печеные. Можно и так, и так. На ваш вкус. Какое количество? В равных пропорциях. Изюминка этого салата – это обычный лучок, который будет мариноваться в воде с уксусом. Обычный маринованный лук. И свежее яблочко тертое. Яблочки я беру зеленые с кислиночкой, семеренко. На свой вкус выбирайте, но лучше с кислинкой, я вам рекомендую. Наша задача сейчас почистить наши печеные овощи, нарезать их кубиками, соломкой на ваш вкус. Я режу всегда кубиками, и люди, которые дали мне этот рецепт, тоже его резали кубиками. Готовлю из года в год, уже не один десяток лет. И он всегда пользуется спросом. Особенно на следующий день. Особенно. Наша задача нарезать их. Затем сделаем лучок. Пока вы режете овощи, чистим лучок, нарезаем и маринуем. Как мы маринуем? Да на стакан воды 50 грамм уксуса. И туда этот лучок полукольцами, не крупно, чтобы удобно было кушать, когда уже готовый салат положили в тарелку, чтобы вам этот огромный кусок лука не пачкал губную помаду. Вот, значит, я нарезаю лучок, мариную, отставляю в сторону и занимаюсь овощами. Пока мы вот все нарежем, лук промаринуется. Соберем наш парадоксальный салат. Почему он так называется? Весенний. Выглядит он как осенний. По вкусу он как зимний. Вот. Весной ведь мы хотим кушать свеженькое. Ну ладно, так назвали. И мы так называем его, весенний. Но невероятно вкусен. И парадокс в том, что из таких вот простых продуктов получается, потрясный салат просто. И здесь уже замаринован лучок. Я вчера говорила, что на стакан воды надо 50 граммов уксуса, можете 100 граммов налить. Маринад, обычный маринад для лука. Сделайте стакан и полстакана. Все. И пока вы это нарезаете, лук маринуется. Я уже нарезала, у меня лук замариновался. Мы собираем салат. Почищу яблоки, натру и будем складывать слоями. Здесь я совмещаю еще один парадокс. С майонезом вот салат пробовали. По рецепту идет 1 к 2. Значит, 2 части майонеза, 1 часть сметанки. Вот, пробовала, думаю, боже мой, почему нельзя просто купить майонез нежирный? Купили, попробовали, совсем другое. Никак не подходит, не так. Просто с майонезом без сметаны. Да, вкусно, но все равно не то. А вот так, это самое то. Очень умный человек придумал этот салат, очень понимающий, очевидно, потому что действительно очень вкусно. Все, я начинаю работать.
Обычно я это делаю на глаз. Я уж не замеряю так, чтобы 2 части там майонеза, часть сметаны. Нет, вот как оно получается, так и получается. Но непременно сметана должна быть. Вот. Подруга говорила, что она сделала больше сметаны, меньше майонеза и говорит, что еще вкуснее. Я не пробовала, я не знаю. Размешиваем хорошенечко. Миску подготавливайте, салатницу, поглубже, побольше, потому что как бы мало вы не сварили или запекли овощей, все равно получается тазик. И он съедается, надо сказать. Гости его очень любят. Ну вот и все, заправка готова. Чищу яблочки, натираю на терке. Это один из ингредиентов этого салата. Такая изюминка. Яблоки, пожалуйста, очищайте вот прям перед тем, как вы будете загружать и собирать салат. Салат неказистый, но все же он должен быть красивым, и яблоки не должны пожелтеть. На крупной терке натираем. Вот такими полосочками. Значит, если у вас предполагается сельдь под шубой красной сверху, сделайте этот салат сверху оранжевым, морковочку для разнообразия и игры красок на новогоднем столе. Начинаем. Я предпочла сделать его рыженьким, весенний, пусть светит как солнышко. Значит, смазываем дно нашей посуды немножечко нашей заправкой. Вот так вот. Не надо много. Вот по рецепту так. Надо каждый слой слегка перемазать заправкой, а сверху нанести эту заправку густо. Будем так делать. Я первую хочу запустить свеклу, наверное. Пусть будет свекла, потому что... Или будет на контрастах. Будем работать на контрастах. Запущу красное. Значит, как мы поступаем? Смотрите, у нас свекла идет просто с заправкой. Можете сделать ее побольше, если вы любите свеклу. Ну, вот так вот. Довольно, иначе у меня ничего не поместится. Еще чуть-чуть. Все. Мы ее утрясем. Значит, запустили свеклу. Хорошо перемазываем ее. Вот так. У нас много здесь свеклы, поэтому много заправочки положила. И вот так вот заправочку хорошенько туда внутрь. Вот так. Вот у меня ушло столовая ложка с горкой. Если свеклу первую запустили, то какой-нибудь другой ложкой смазывайте ее, чтобы не покрасить всю дальнейшую нашу заправку. Эту заправку можно использовать и в другие салаты, в какие вы хотите. И вот так хорошенько приминайте. Примяли. Теперь запускаем маринованный лучок между свеклой и картошкой. Значит, правило такое. После картошки идет маринованный лук, а после морковки идет яблоко. Либо перед морковью и перед картошкой. Ну, такое вот сочетание. И мне кажется, это очень логичным. Так, лучок наш. Лука на свой вкус, сколько вы хотите. Но преобладать он не должен. Ведь он маринованный, кисленький, и как бы вам не нужен сильно кислый салат. Лук положили, опять же тонкий слой заправочки. Вот хорошо его перемазывайте прям в салатнице.
Мы потом все края почистим. Он все равно весь не поместится сюда, салат. Мы будем его помещать, пытаться. Он всегда с горкой получается. Всегда. Есть. Значит, теперь отправляем сверху картошечку. Это для того, чтобы разделить между собой лук и яблоко. Чтобы они не были рядом так уж совсем. Видите? Ну что, 2 морковки, 3 картошины, если брать среднего размера, а у меня 5 мелких. У меня 5 картошечек мелких. И все, и миска полна. Как не стараешься брать большую емкость, все равно она получается полной. Вот так я делаю все время, чтобы полностью каждый кубик пропитался заправкой, но при этом не плавал в заправке прям салат, а вот так распределяю. Есть. Отправляем яблочко, и морковь нам уже некуда отправлять. Ну ладно, ничего. Видите, оно все равно пожелтело, много железа в яблоке. Ну, это я для видео, конечно. Как-то мы это переживем. Так я все сразу же вот нарезаю и сразу же складываю слоями. А для видео заранее натерла вот перед вами. Так я чищу и прямо в миску тру яблоко. Ну ничего, я думаю, что оно как-то майонезом, заправкой этой спрячется. Это желтизна. Вот у меня 1,5 яблока средних таких сюда вошло. Это я уже не буду добавлять, довольно. Это не основной ингредиент. Основной ингредиент это овощи. Есть морковочка. Будем делать наш салат солнечным, ярким. А шубка с селедкой или селедка под шубкой у меня будет красная. А вот я буду делать еще креветочный. Обычно я делаю из мяса креля, но в этот раз у меня креветки, маленькие креветки. Он будет зеленым, там будет зеленый лучок. И будут на столе эти краски нам добавлять аппетита, повышать его и добавлять нам хорошего настроения. Ну вот такая красота у нас получается. Яркая, красивенькая. Будем думать, что это весеннее. Хотя у нас новогодний праздник. Вот на верхний слой теперь хорошенечко так, майонеза не жалея, заправки не майонеза, а заправки. Если с чистым майонезом, он будет совсем другой иметь вкус. Я не знаю, за счет чего это. Почему так получается? Что за чудо такое делает эта сметана в этом салате? Я не понимаю. Но вкус меняется. И с этой сметаной он действительно... А вот почему. А он действительно такой легкий, весенний. Вот, получается. Легкость в нем какая-то появляется. Вот изящество какое-то, приятность такая вот в этом салате. Вот именно с этой заправкой. Боже мой, но он копеечный. Вы видите, 2 морковки, 3 картошки и 2-3 свеклы. Ну, то есть, ну совсем уж никакой. Но очень вкусный.
что же, остался бурячок. Ну что, я так его выброшу? Нет, конечно. Чего я буду его выбрасывать? Я просто украшу салатик. Вот так я украсила. Такой у меня рубиновый салат, осыпан рубинами. Морковка наша вся сверху, выше емкости, поэтому вы не видите этого оранжевого цвета. Но может быть у вас есть емкости побольше, и у вас будут эти слои красиво красками играть. С наступающим вас праздником! Будьте счастливы, здоровы, будьте богаты, живите в любви. Всего вам доброго!